Здравствуйте, друзья! Я когда-то давно приобрел вот такой вот светильник, из которого бы я хотел сделать ночник с использованием эпоксидной смолы. Вы на канале Диорамы из пенопласта. Меня зовут Сергей, но прежде чем начать, мне нужно сделать молд, так называемую форму для заливки этой смолы. Смотрите внимательно, кому интересно, а я, пожалуй, начну. И совершенно удачно, да удача меня не перестает преследовать, у меня нашлась вот такая баночка из мягкого пластмасса. Она полностью повторяет контур пластикового стакана на этом светильнике. Или все-таки мягкой пластмассы и пластикового стакана. Блин, полная засада. Нужно было хорошо учиться в школе. Ну ладно, неважно. Есть баночка, с помощью нее и скульптурного пластилина я и буду делать модель морских волн, которая мне впоследствии и потребуется для того, чтобы сделать под них форму для заливки эпоксидной смолы. То есть они и будут самим основанием для молда. Отрезаю часть банки высотой не более 2 сантиметров. Это и будет емкость для моих волн. Теперь мне потребуется скульптурный пластилин. Думаю, что вот столько должно вполне хватить. Ну не хватит, еще возьму. И так как кольцо, которое я отрезал от банки, достаточно мягкое, мне нужна какая-то опора, чтобы она сохраняла ровный круг. То есть я нарисую, обведу прозрачную колбу от светильника, а полоску из мягкой пластмассы закреплю на листе тем же самым скульптурным пластилином и начну потихоньку формировать волны. То есть сначала я заложу пластилин внутрь, ну а потом буду лепить разные волны, как получится. И для того, чтобы не было никаких острых углов, я пластилин обожгу немного газовой горелкой. И волны впоследствии станут ровными и гладкими. Но ровность, как я понял, меня не очень удовлетворяет, поэтому я с помощью жесткой кисти сделаю разные пупырышки, вмятинки на поверхности волн. Волны в моем понимании готовы. И вот я подошел к тому, чтобы начать изготовление молда, то есть формы для заливки эпоксидной смолы. Я взял вторую баночку. Баночка это из-под CD-дисков. Вырежу основание из картона. Вырежу дно у этой баночки. Это будет опалубка. Она идеально подходит под мои волны. Опять так совпало. Удачно совпало. И внутрь я помещу то, что я сотворил из пластилина. И теперь, чтобы мне сделать форму для заливки эпоксидной смолы, мне потребуется вода, жидкое мыло и силиконовый герметик. Я вам открою великую тайну. Никому не говорите. И это, естественно, придумано не мной. Множество роликов в интернете, где вы можете это найти. Все, кому не лень, делают форму для заливки эпоксидной смолы. Мне тоже не лень, поэтому я решил сделать свою форму. Итак, начнем. Заливаю воду в форму, добавляю жидкого мыла и хорошенько размешиваю. Обрабатываю этим же составом свои пластилиновые волны. Хотя я думаю, что это уже было лишнее. На силиконе и так достаточно мыла. В емкость с водой и жидким мылом добавляю силиконовый герметик. И хорошенько перемешиваю. Получается такая мягкая белая масса. Из-за мыла она не липнет к рукам. Ну почти. Вот из этой массы я и начинаю формировать форму для заливки эпоксидной смолы. То есть я начинаю обкладывать макет своих волн со всех сторон. Начиная от краев и к центру, чтобы воздушные пузыри и вода, которая скапливается на силиконе, выходила. И я мог бы ее потом слить.
Так как у меня внутри самого светильника, внутри эпоксидной смолы ничего не будет, я его буду делать невысоким. То есть имитацию волн у меня будет невысокая, порядка 3-3,5 сантиметров. Все действие будет происходить на поверхности волн. Это пробный шар, а в дальнейшем мне хотелось бы сделать полноценный подводный мир. Но это потом, а пока я занимаюсь маленькой формой для заливки эпоксидной смолы. И вот такая форма у меня получилась. Я понятия не имею, сколько она будет сохнуть. На шприце написано 2 мм в сутки. Ну, дадим ей 4 дня, а там посмотрим. Итак, риск – благородное дело. Разбираем опалубку и посмотрим, что получилось. Итак, при вскрытии я увидел, что вот здесь образовалась небольшая раковина. Но она не сквозная, это не критично. Я залеплю ее с внешней стороны прозрачным скотчем. Да, и в принципе все высохло. Слабый уксусный запах от силиконового герметика еще присутствует. Можно было бы оставить еще на пару дней, но у меня нет терпения, поэтому я продолжаю. И так как края у моей опалубки неровные, я снял пластиковое кольцо с пластилиновых волн и вставил в опалубку. И теперь зафиксирую его на опалубке с помощью клеевого пистолета. Сами волны станут немного выше, ну а гравитация сделает свое дело. То есть основание волн будет ровным. А заливать я буду с помощью эпоксидной смолы для объемных заливок. Размешивается на 3:1 и подкрашу колером для эпоксидной смолы. Размешаю, дам отстояться полчаса и залью в форму. Объем маленький, и смола застывала 3 дня. И должен заметить, что форму я ничем не обрабатывал. И она справилась на ура. Но возможно, если бы я обработал бы ее либо вазелином, либо разделительным гелем на парафиновой основе, то может быть было бы лучше. Но это можно было бы сделать, если форма для заливки силикона была бы идеальна, и я бы решил ей пользоваться многократно. А так некоторые части силикона остались на импровизированных волнах. Но меня это не смутило. Я просто отмыл их жесткой кистью в горячей воде. Шлифовать я его не буду, так как я буду еще накладывать сверху имитацию реабии волн. А это означает лишь то, что данный ролик подошел к концу. Я показал, как можно сделать форму для заливки эпоксидной смолы из силиконового герметика и отлил для будущего ночника волны. А в следующем ролике я буду делать гель для имитации ряби на воде и пену на волнах. Ну и конечно же соберу сам ночник. Кстати, информация о миниатюре, которая будет использоваться в данном ночнике, достаточно интересная. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. До встречи в следующем ролике. А вам всех благ, удачи, а главное здоровья. Берегите себя.